Привет, друзья! Сегодня замечательная задачка из Сербии, 8 класс, контрольная работа по теме касательные к окружности. И что дано? Вот дан такой пятиугольник. Давайте дам буквы А, Б, С, К и М. И вот две стороны его известны, АМ и ЦК, и нужно найти сторону МК, ну, при условии, что углы А, Б и С прямые. Ну, вы знаете, я с удивлением узнал, что сербский флаг состоит из белой, синей и красной полос. Напишите, какие еще флаги, каких стран вы знаете, состоят из красной, белой и синей полос. Здесь, правда, герб, но вот гражданский флаг Сербии без этого герба и точно ровно состоит из красной, синей и белой полос. А мы начинаем. Итак, внимание. Но я думаю, большинству зрителей захочется достроить эту всю историю до квадратика. В общем-то, нетрудно и обосновать, что это будет квадрат, используя свойства там окружности, касающиеся двух параллельных прямых каких-то. Мы сильно не будем этого делать. Вот достроим до квадратика и дам буквы. Теперь уже А, Б, С, и это пусть будет Д. Это было у нас что? К, да, а это М. И вот АМ было равно 8, СК было равно 9, и требовалось найти МК. Вот длину стороны МК нам и предстоит найти. Ну что, поскольку это квадрат, то удобно обозначить длину его стороны буквой А, скажем. А, и дальше что? Я хочу МД как-то выразить. МД, ведь у меня прямоугольный треугольник, правильно? АД все будет сколько? АМ по условию 8, значит, это будет А минус 8, да? А минус 8. Ну и КД, соответственно, будет равно А минус 9, правильно? А вот что дальше? А дальше отрезки касательных, проведенных из одной точки к окружности, они равны между собой. Ну, для тех, кто все на свете забыл, я построю, все время путаю с шифтом или с контролом. Это окружность рисовать рискую с шифтом. Точно угадал. Ладно. И вот если из одной точки к окружности проведены две касательных, то они равны между собой. Все-таки 8 класс, и, возможно, нас будут смотреть какие-то восьмиклассники случайно, и они будут знать, что вот эти отрезочки МА в данном случае и МБ равны между собой. Но здесь буквы не те, что у нас, поэтому не стоит обращать на это внимание. Такая теоремка есть. Вот, красивая. Смотрим, из точки АМ действительно проведены две касательных к этой окружности. Вот одна точка касания, вот вторая. Тогда отрезки этих касательных равны. Ну, может, буквы не ставить, но давайте скажем МП равно МФ. Вот так. Ну, хорошо. А как найти FM, к примеру? Ведь АФ, это будет сколько? Это будет половина стороны квадрата, а пополам. Так? Так. Тогда FM будет равно АМ минус АФ. То есть 8 минус А пополам. Верно? Ну, тогда отрезочек МП, вот этот, будет тоже 8 минус А пополам. Ну, точно так и для точки К. Из точки К тоже проведены две касательных к окружности. Вот пусть тут будет точка Е касание. И получается, что КП и КЕ равны между собой. Ну да. Ну а как найти КЕ? КЕ. Нужно из ЦК вычесть СЕ. А СЕ это тоже А пополам. Ну, получается, что 9 минус А пополам – это отрезок. Ну, тогда вот этот отрезок ПК, который равен отрезку КЕ, КЕ и КП равны. Значит, 9 минус А пополам. Ну, ладно, повезло этим восьмиклассникам. А теперь что? А теперь нужно вот зеленым цветом всю гипотенузу нашу посчитать.
Давайте посчитаем. 8 минус а пополам плюс 9 минус а пополам. Сколько получим? Мне кажется, 17 минус а, да? 17 минус а. Ну, собственно, и все. У нас в треугольнике нашем выражены катеты, и гипотенуза через а можно применять теорему Пифагора. Уберу эту замечательную теоремку. Отрезки касательных, проведенных из одной точки к окружности, равны между собой. Ну и запишу уже каким-нибудь шоколадным цветом. Я получу, что МД в квадрате плюс КД в квадрате равно МК в квадрате. Вот зарубежную публику будем приобщать. Получается, что А минус 8 в квадрате плюс А минус 9 в квадрате равно 17 минус А в квадрате. Кто-нибудь узнает этот треугольник? Ну, попробуйте кто знать. А минус 8, А минус 9, 17 минус А. Ужас ужасный. Как его узнаешь? Сейчас будете очень удивлены. А в квадрате минус 16а плюс 64 минус, почему минус? А в квадрате минус 18а плюс 81. Сколько там? 279, по-моему, или 289? Будем считать, что 289. Точно не помню. Но если сойдется, будет хорошо. 34а плюс а в квадрате. Плюс а в квадрате. О, здесь взаимно уничтожается. Получается 1а в квадрате. Дальше 16а и 18а, 34 с минусом. Все, взаимно уничтожилось. И получается 289 нужно отнять 64 81. 64 81, 145. Устно вычитаем 145, 144. Здорово, 144. Ну все, а это корень из 144, положительный 12. Ну, здорово. Сторона квадрата равна 12. Повезло, повезло. Сторона квадрата равна 12. Я запишу здесь, что а равно 12. И скажу, что 17 минус а, которое мы искали, чему же равно? 17 минус 12 равно 5. Все, МК равно 5. МК равно 17 минус а. Это 5. А чему же равно МД? МД. А минус 8. 12 минус 8. 4. Чему же равно КД? А минус 9. 12 минус 9, 3. Ну как вам эта история? Ответ МК5 и задача решена. Ну что, я рад, что вы досмотрели до конца. Ну, симпатичная, согласитесь, задача. Кто согласен, поставьте лайк и посмотрим, сколько нас. Пока, до новых встреч. С вами был Валерий Казаков.